Друзья, всем привет! Русская печь всегда была сердцем дома, усадьбы, маёнтка. Она не только согревала, но и кормила всю семью. Сегодня будет рассказ о том, как в регионе, окружающем Беловежскую пущу, произошел синтез конструкций печей с востока и запада, и это привело к созданию самой совершенной конструкции русской печи. Произошло это в межвоенный период на территории современных республик Польша и Беларусь. Итак, классическая русская печь. Она известна в Польше с давних времен. Вот пример из старого польского парадника, учебника. Как видно, конструкция лишь в деталях отличается от типовой конструкции русской печи из альбома «Густрой СССР». Дрова сжигаются на поду в горниле. Через устье печи одновременно поступает воздух и удаляются дымовые газы. По мере развития, в результате первой промышленной революции, к русской печи добавляется подтопок. Это чугунная плита и топочные дверки. В Польше такая конструкция называется ангелька. Но далее развитие конструкций русских печей в России и Польше пошло разными путями. В СССР главным направлением стало повышение КПД путем организации прогрева нижней части печи, которая в русской печи была вообще деревянной. Так появились такие конструкции, как теплушка и экономка. В Польше развитие прошло в направлении улучшения удобства и санитарно-гигиенических качеств, а задача нижнего прогрева решалась более развитым подтопком ангелькой и пристроенной печкой-стяновкой. На первый взгляд, польская печь мало чем отличается от русской печи. Те же устья, горнило, лежанка, дымосборник и плита с подтопком. Кстати, в самой Польше такая конструкция называется подляская печь, по названию Подляского воеводства с центром в городе Белосток. Разница в конструкциях видна на работающих печах. На русской печи мы видим, что устье сильно закопчено, а зачастую плита и передняя стенка дымосборника покрыты копотью. Это не неисправность, а особенность конструкции, которая требует регулярной побелки печи, а также свидетельствует о поступлении дыма в помещение. Характерно это, впрочем, и для классических русских печей, и для теплушек. Вместе с тем, польские подляские печи не имеют никаких следов копоти, несмотря на более открытый и высокий дымосборник. И дело тут не в дверцах, которыми оборудованы польские печи. Секрет находится внутри горнила. На своде печи есть отверстие отвода дымовых газов. Таким образом, у польской печи получается как бы два дымосборника. Один для горнила, второй для кухонной плиты. Известно два варианта расположения отверстий дымосборника в горниле, передней и задней частях. Первый вариант очень похож на итальянские печи для пиццы. Второй вариант на немецкие хлебопекарные печи. Так или иначе, но среди лесов и полей Белостока, Гродно и Бреста появилась конструкция, которая объединила и Восток, и Запад. Друзья, если эта тема вам интересна, поставьте лайк, напишите комментарий. Я продолжу про польские печи. Расскажу, во что превратился английский камин, попав в шляхетскую усадьбу. Что такое кухня чарна, кухня бяла и чем она отличается от черной и белой русской печи. Ну а в заключение несколько фото польских подляских печей. Ну и всем пока, до новых встреч!